Добрый день, меня зовут Мария, и сегодня в закрытом музее мы с вами поговорим о образе Давида в истории искусства, причем это очень интересная трансформация, которую он переживает от средних веков к эпохе Возрождения, и она очень показательная, она классическая для истории искусства. Скажем, в средние века, вот перед нами такой средневековый вход в собор XIII века в Германии, в городе Фрайбург. Вот в средние века Давид изображался традиционно как царь-псалмопевец, как человек в короне, в плаще, с бородой. Вот здесь он второй слева в ряду персонажей ветхозаветных на этих вратах. Его традиционно в средние века изображали как старца в короне, с бородой, в плаще, как царя-псалмопевца, который поет псалмы. И, в общем-то, это была традиционная его ипостась, традиционный образ. Позже, уже ближе к эпохе Возрождения, когда она уже начинается в XV веке, художников, скульпторов начинает интересовать совершенно другая часть биографии Давида, другой эпизод, связанный с его молодостью, с его юностью. Это момент, когда он победил во время войны израильтян с филистимлянами вражеского великана Голиафа, которого никто не мог победить, а Давид вызвал его на поединок и победил его не с помощью своей силы, не с помощью доспехов, меча и так далее, а с помощью помощи Бога. И таким образом этот эпизод очень волновал художников из-за своей героической направленности, из-за своего героического характера. Об этом мы поговорим на примере памятника Донателло. И вот перед вами статуя, знаменитая статуя Донателло, который изобразил Давида в момент уже после его победы, после совершения подвига. И, в общем-то, статуя эта очень примечательна по многим параметрам. Ну, во-первых, это была первая отдельно стоящая бронзовая статуя в эпоху Возрождения. И она была обнаженной, первой обнаженной статуей со времен античности, что, в общем, было большим прорывом. Не случайно мы говорим об эпохе Возрождения, как об эпохе Возрождения античности и античного идеала. И обнаженное тело Давида говорило о его героизме. Это передавало героическое начало и, в общем-то, довольно хорошо согласовывалось с его историей. Здесь можно заметить, что у него на голове широкополая шляпа, напоминающая пастушеские шляпы, но также похожую шляпу носил в античности Гермес, или, как его называли римляне, Меркурий. И на этой шляпе можно увидеть лавровый венок, символ славы, символ победителя. Кроме того, если посмотреть на его ноги, можно заметить, что он попирает ногами голову своего врага, голову великана Голиафа, у которого на голове шлем, причем шлем крайне любопытный, мы видим там два крыла, что тоже отсылает к античным образам, к античному искусству. И, в общем-то, статуя эта показательна не только тем, что она ориентировалась на античность, но еще и тем, что она подавал некий образец благородства, образец изящества, красоты, и она была заказана семейством Медичи. Это было семейство банкиров, которое было необыкновенно влиятельным в Флоренции XV века и фактически ей управляло, не будучи коронованными правителями. Впоследствии, когда другие скульпторы будут обращаться к образу Давида, они неизбежно будут либо полемизировать, либо соглашаться, либо не соглашаться с той трактовкой, которую предложил Донателло. И в этой ситуации, скажем, окажется такой скульптор, как Андреа дель Вероккио. В интерпретации Андреа дель Вероккио, скульптора, художника, графика, образ Давида совершенно иной. Во-первых, мы видим, что он представлен не обнаженным, а он одет в эффектный костюм, стилизованный под античность, и в общем-то, выглядит он не столько как ветхозаветный персонаж, сколько как паж, паж при дворе семейства Медичи XV века. У него соответствующая шикарная прическа по моде XV века, и его одежда, к тому же, была в оригинале позолочена, что придавало ей дополнительную филигранность и красоту. Он стоит в очень грациозной позе, он уверен в себе. Это не персонаж, который победил великана по воле Бога, а дерзкий юнец, который абсолютно горд и доволен собой. Он попирает ногой голову, опять же, своего врага Голиафа, и голова эта совершенно ужасает своим выражением лица и своей мимикой. Если мы посмотрим на лицо Голиафа, мы увидим огромную, страшную, рваную
рану, и скорее Голиаф начинает вызывать наше сочувствие, нежели Давид, который ранее был героем, но теперь превращается, пожалуй, даже в антигероя, не вызывает такой сильной симпатии. В этом случае Вероккио проявляет больше интерес к психологии персонажей, и вот эти психологические тонкости действительно отличают его образ от того, что создавал Донателло и скульпторы предшествующих эпох. Кроме того, по легенде, и эта информация, возможно, имеет какие-то основания в реальности, для этой скульптуры позировал ученик Андреа дель Вероккио Леонардо да Винчи, который посещал его мастерскую. Эта статуя тоже была создана Андреа дель Вероккио, как и в случае с Донателло, по заказу семейства Медичи, и, в общем-то, уже в конце 15 века она была помещена в главном дворце, во дворце правительства Флоренции, палаццо Веккио. А перед этим палаццо уже в начале 16 века будет поставлена другая статуя, самая известная, самая узнаваемая статуя Давида, созданная Микеланджело. На создание этой колоссальной статуи Давида Микеланджело получил заказ, когда ему было всего лишь 26 лет. Но он уже тогда был довольно широко известен в художественных кругах Флоренции, и ему с самой юности покровительствовал, скажем, такой знаменитый меценат, как Лоренцо Великолепный. В общем-то, эта статуя была связана для Микеланджело с рядом трудностей и задач, которые ему необходимо было решить. И, во-первых, самая большая трудность заключалась в том, что ему нужно было создать эту скульптуру из единого блока мрамора высотой более 5 метров. Причем этот блок мрамора уже когда-то был начат, была начата его обработка примерно 40 лет назад другим скульптором Агостино ди Дуччо. И, в общем-то, Микеланджело нужно было исправить этот блок мрамора и доказать, что он в состоянии создать из него цельную художественную статую. Мы, если будем присматриваться к этой статуе внимательнее, можем разглядеть некоторые симптомы того, что на самом деле она была создана из единого блока мрамора. Это видно, например, потому, как Давид сгибает свою правую руку в запястье, как он левую руку подносит к своему плечу, и действительно это как бы ограничивает его в блоке камня. Но в то же время Микеланджело использует этот эффект для того, чтобы создать дополнительное напряжение, создать ощущение максимальной концентрации. И действительно оно было ему здесь необходимо, потому что Давид изображен здесь не после победы, как это было, скажем, в случае с Донателло или с Вероккио, а он изображен прямо накануне сражения. Он как будто бы обдумывает свою тактику, у него хмурый взгляд, он смотрит в сторону. И если раньше победа была показана, опять же, и у Донателло, и у Вероккио различными атрибутами, такими как голова Голиафа, его шлем, его щит, его меч и так далее, то теперь Микеланджело отказывается от всех предметов, и у него вся идея выражена именно в пластике героя, в пластике Давида. Давид стоит в позе, которую ввел в обращение еще знаменитый античный скульптор Поликлет. Эта поза называется контрапост или хиазм, когда персонаж опирается на одну ногу, другая у него отставлена, и тем самым возникает ощущение баланса, ощущение некоторого спокойствия. Но вот опять же за счет того, что это был единый блок мрамора, это спокойствие все-таки нарушается напряжением. И эта статуя, она не просто показывала гений Микеланджело с точки зрения мастерства, с точки зрения мастерства скульптуры, она еще и на самом деле обладала особым содержанием, особым художественным смыслом. И он заключался в том, что Давид в интерпретации Микеланджело — это не пастушок, это не мальчик, который не в состоянии справиться ни с чем без помощи Бога, а это на самом деле герой, это титан, это сам великан. На самом деле, если Давид такого размера, можно себе представить, какого размера был бы Голиаф. И это уже не просто герой, а это, если можно сказать, супергерой, который способен на все, и глядя на него, у нас не возникает ни малейшего сомнения в том, что он победит. Мы понимаем, что он ни в коем случае не проиграет, и это образ максимальной силы, максимальной мощи, буквально нечеловеческой мощи, и именно поэтому эта статуя стала символом не только Флоренции,
ее демократических идеалов, ее героических идеалов и показывала то, каким должен был быть человек с точки зрения флорентийца XV века, но она еще и стала одной из самых героических статуй в истории искусства вообще. И в нашем музее она в каком-то смысле является символом собрания, поскольку вы здесь видите точную копию, слепок, сделанный с оригинального Давида, который находится в галерее дель Академия во Флоренции. Эта статуя, этот слепок повторяет его во всех подробностях, в размере, в форме. И, в общем-то, его судьба неотделима от судьбы музея. Он точно так же переживал вместе с этой коллекцией, с этими стенами и Великую Отечественную войну, не будучи вывезенным и вынесенным за пределы музея, и до сих пор присутствует при всех концертах, мероприятиях, лекциях и действительно является таким воплощением и душой нашей коллекции слепков.